Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Сегодня я подготовила для вас очередной обучающий мастер-класс. Будем с вами вязать узор. Я буду показывать, как вяжется каждый ряд узора. Особенно данный мастер-класс будет понятен для начинающих рукодельниц, которые осваивают вязание, технику вязания крючком и учатся вязать узоры и вещи. Мы будем с вами сейчас вязать узор, которым связан удлиненный жилет на главном фото. Узор вяжется крючком, очень просто, быстро. Вот такой вот он красивый получился. Я думаю, он вам понравится, и вы свяжете себе, если захотите, данную модель жилета. Либо возьмете себе его на заметку, сохраните в плейлисте, в копилочку, для того, чтобы связать данным узором. Можно связать топик, шапочку, палантин, кофточку ажурную на лето. И также можно не только из пряжи летней серии вязать, но и из пряжи с содержанием акрила и шерсти. К сожалению, у меня информации по пряже нет, так как эту пряжу уже сняли с производства, не производят. Ну, а данный тип пряжи, вид, идеально подходит для вязания узора и жилета. Такой вот красивый, замечательный узор. Мы будем вязать с вами прямыми и обратными рядами. Это лицевая сторона узора, изнаночная. То есть он, можно сказать, двухсторонний, смотрится одинаково, что с лицевой, что и с изнаночной стороны, если вязать прямыми и обратными рядами. А также очень красиво у вас получится узор, если вы свяжете по кругу. Давайте с вами приступим к вязанию. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Надеюсь, вам будет интересно. И включите колокольчик на все виды оповещения, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Легких нам петелек. Приступаем к вязанию. Для вязания узора образца набираю цепочку из 33 воздушных петель крючком номер 2,25. Тридцать три воздушных петельки. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю одну петельку воздушную подъема и во вторую петельку цепочки вот провязываю один столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю 7 петелек цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8-ю петельку цепочки провязываю веерочек. Веерок состоит у нас из 9 столбиков с одним накидом. Количество накидов вы можете менять по своему усмотрению. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Связали 9 столбиков с одним накидом, ракушечка. 1, 2, 3.
3 воздушных петельки, отступаю 7 воздушных петель к цепочке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и в 8 петельку я провязываю 1 столбик без накида. Раппорт у нас состоит из 16 воздушных петелек. Начало раппорта у нас идет, здесь получается 7 петелек цепочки, 8 петелька задействована под ракушку, 7 петелек цепочки и плюс 15 16 петля это столбик без накида. Раппорт 16 петель. Повторяем раппорт и свяжем с вами еще один раз. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек цепочки, и в 8 петельку я провязываю веерочек. Веерок состоит из 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ракушечка из 9 столбиков с одним накидом, 3 воздушных петельки, пропускаем 7 петелек цепочки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8 петельку провязываем 1 столбик без накида. Все, связали мы 2 раппорта с вами в ширину. Это первый ряд узора. Раппорт состоит из 16 воздушных петелек. Узор я буду вязать прямыми и обратными рядами. Также его можно вязать по кругу. Просто переходите, соединяете в кольцо и повторяете раппорты. Двумя способами можно вязать данный узор: прямыми и обратными рядами и по кругу. Приступаем к вязанию второго ряда. Для перехода на второй ряд провязываю цепочку из 4 петелек воздушных. 1, 2, 3, 4. 4 петельки подъема, разворачиваю вязание, и в вершину каждого столбика с одним накидом первого ряда я провязываю по одному столбику с одним накидом. Между столбиками с одним накидом вяжем по одной воздушной петельке. 1, 2, 1 воздушная петелька, 3, 1 воздушная петелька, 4, 1 воздушная петелька, 5, 1 воздушная петелька, 6, 1 воздушная петелька, 7, 1 воздушная петелька, 8, 1 воздушная петелька, 9. Связали ракушечку из 9 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. 1 воздушная петелька, и приступаем к вязанию второго раппорта. Повторяем первый раппорт. Вяжем 9 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 2, 1 воздушная петелька, 3, 1 воздушная петелька, 4, 1 воздушная петелька, 5, 1 воздушная петелька, 6, 1 воздушная петелька, 7, 1 воздушная петелька, 8,
1 воздушная петелька, 9, 1 воздушная петелька, и вершину столбика без накида первого ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. Завершили. Вязать второй ряд столбиком с одним накидом. Связали 2 ряда узора. Приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем цепочку из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петелек, из которых 4 петельки подъема и 3 петельки узора. И между вторым и третьим столбиком с одним накидом предыдущего ряда, второй и третий, вот между этими столбиками, в арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. В следующую арочку провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. И между 7 и 8 столбиком провязываем столбик без накида. Всего мы связали с вами 1, 2, 3, 4, 5. 5 арочек. И переходим к вязанию следующего раппорта. Вяжем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цепочку из 7 воздушных петелек я провязала. И опять повторяем раппорт. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем столбик без накида. Связали 2 раппорта, 2 веерочка и заканчиваем вязать ряд. 3 воздушных петельки. И на крючок мы делаем 2 накида и соединяем в третью петельку подъема. Даже можно в четвертую. Провязываем 1 столбик с 2 накидами. Все, закончили вязать. Это у нас третий ряд по схеме. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Для этого мы вяжем цепочку из 3 воздушных петелек, разворачиваем вязание. 3 петельки подъема засчитываются как за 1 столбик с одним накидом. И вершину столбика с 2 накидами предыдущего ряда провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4 столбики мы связали с общим основанием. 1, 2, 3 воздушных петельки. Отсчитываем первую арочку, вторую и вершину центральной арочки цепочки, это у нас третья по счету, провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. И вершину вот этой арочки провязываем
9 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Это у нас будет один раппорт центральный и по половинке раппорта с обеих сторон, с левой и с правой стороны. Можно вот таким образом связать ракушечку, а можно связать в 7-ю петельку. Давайте посмотрим, как будет лучше. Два способа. Находим не в 7-ю, а, прошу прощения, в 4-ю петельку цепочки. В основании провязать 9 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот таким образом можно еще связать узор. Вот так вот он будет смотреться. Если вы свяжете в основании 4-й петельки цепочки и приступаем к вязанию следующего раппорта. Раз, два, 3 воздушных петельки и центральную арочку, либо это у нас 3-я по счету, вяжем 1 столбик без накида. Раз, два, 3, 3 воздушных петельки. И либо вот в основании цепочки, это здесь у нас было 7 воздушных петелек, либо в 3-ю петельку, раз, два, 3 в основании вяжете ракушечку из 5 столбиков с одним накидом. Я провяжу в 3-ю петельку цепочки по второму варианту 3, 4, 5. То есть данный узор можно вязать 2 способами. Либо вы веерочек вяжете, как я говорила, здесь вот уже 4-ю петельку цепочки, а здесь с краю получается 3-я, и узор вот у вас будет вот так смотреться. Либо я сейчас перевяжу, как я вам показывала. Вы вот этот веерочек размещаете прямо по центру вот этой цепочки из 7 воздушных петелек. Я провязываю еще ракушечку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 воздушных петельки. Провязываю столбик без накида в основании. 3-й арочки 3 воздушных петельки и вяжем вот здесь опять половину веерочка. Здесь он состоит из 5 столбиков с одним накидом. Сейчас я вам покажу, и вы уже выберете свой способ вязания данного узора, какой вариант вам больше нравится. Либо вот так вот он будет смотреться у вас. Решайте сами, как связать веерочек. Я вам показала 2 способа. Приступаем к вязанию 5-го ряда.
5 ряд набираем цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание и вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом. Между столбиками вяжем одну воздушную петельку. Так, 4 петельки подъема, то есть засчитываем как за один столбик с одним накидом и одну воздушную петельку. Провязала здесь 1, 2 столбика с одним накидом. Вяжем вершину следующего столбика с одним накидом, 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 4 столбик, 1 воздушная петелька, 5 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Переходим к вязанию следующего раппорта. Вот этот столбик пропускаем, и вершину веерочка мы в каждый столбик с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом. 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 2, 1 воздушная петелька, 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 4, 1 воздушная петелька, 5, 1 воздушная петелька, 6, 1 воздушная петелька, 7, 1 воздушная петелька, 8, 1 воздушная петелька, 9, 1 воздушная петелька. Провязали ракушечку, веерочек из 9 столбиков с одним накидом, между столбиками по 1 воздушной петельке. 1 воздушная петелька, и пропускаем вот этот столбик без накида, и в следующий веерочек провязываем 5 столбиков с одним накидом между столбиками по 1 воздушной петельке. 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька и 5 столбик с одним накидом. После каждого столбика с одним накидом мы вязали по 1 воздушной петельке. Это мы связали уже 5 рядов узора. Приступаем к вязанию 6 ряда узора. Набираю цепочку из 1, 2, 3 воздушных петельки, и в первую воздушную петельку вершину цепочки из 1 воздушной петельки провязываю столбик без накида. 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязала 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки и провязала 3 столбик без накида. Вот здесь мы в эту крайнюю арочку ничего не вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цепочка из 7 воздушных петелек. Между 2 и 3 столбиком с одним накидом предыдущего ряда. 1, 2, 2 и 3 провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязали столбик без накида. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязали столбик без накида. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязали 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязали 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки в арочку цепочки провязали столбик без накида. Всего у нас связано 1, 2, 3, 4, 5. 5 арочек из 3 воздушных петелек цепочки у нас были. И вяжем опять цепочку из 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем первый, второй столбик. Между 2 и 3 вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В
следующую арочку цепочки вяжем столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку вяжем столбик без накида и заканчиваем вязать 6 ряд. Вяжем 3 воздушных петельки и провязываем в 3-ю петельку подъема. У нас 1, 2, 3, 1 столбик с одним накидом. Все, закончили вязать ряд. Это у нас был 6 по счету. В конце 6 ряда я немножко перевязала и изменила вот здесь вот количество петель. Вместо 3 я связала цепочку из 2 петелек, и в 3-ю петельку подъема, вот в эту, я провязала 1 столбик с одним накидом. Так как 7 ряд у меня немножко стягивала, изменила вязание 6 ряда. Продолжаем вязать, вяжем 7 ряд, набираю цепочку из 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, разворачиваю вязание и в арочку цепочки из 7 воздушных петелек провязываем 9 столбиков с одним накидом. Вы вяжете либо в арочку, либо в 4-ю петельку, в основании 4-й петельки, как я вам показывала ранее. Я провязываю в арочку цепочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки, пропускаю 1-ю, 2-ю арочку и в вершину 3-й арочки цепочки провязала 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки, провязываю в следующую арочку из цепочки 7 воздушных петелек, 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Связали. Далее вяжем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и в арочку цепочки в крайнюю я провязываю 1 столбик без накида. Связали мы с вами 7 рядов. 7 ряд — это начало у нас 2-го раппорта в высоту. Сейчас вы вяжете 8 ряд по принципу вязания 2-го ряда. Перематываете видео на начало мастер-класса и вяжете 8 ряд. Раппорт у нас повторяется со 2-го ряда по 7 включительно. Раппорт состоит из 16 петель. Вяжете либо прямыми обратными рядами, либо по кругу. Прекрасно будет смотреться узор, если вы свяжете его по кругу. Я буду вязать за кадром и покажу вам, что у меня получилось. Я еще свяжу 1 раппорт и продемонстрирую вам узор. Вяжу 8 ряд по принципу вязания 2-го ряда. 9 ряд по принципу вязания 3-го, 10 ряд по принципу вязания 4-го и так далее. То есть, еще раз повторяю, с 7 ряда, вот 7 ряд у нас связан как 1-й, раз, два, три, 4, 5, 6, 7.
7 ряд вяжется как первый, 8 ряд вяжется по принципу второго ряда. Связала я образец узора. Всего у меня связано 2 раппорта в ширину. Из 16 петель состоит раппорт и 2 раппорта в высоту. Давайте я сделаю вам контрольные замеры вязаного образца. Ширина 2 раппортов 10 сантиметров и высота узора тоже 10 сантиметров. Связан квадрат. Вязала я крючком 2,25. Всего связано в высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. Получается вот такой замечательный ажурный летний узор. Данным узором также можно связать палантин, жилет, удлиненный, который вы видите на фото, топ. Это лицевая сторона. И вот таким образом выглядит изнаночная сторона узора. И его можно вязать по кругу, а также прямыми и обратными рядами. Вязала я из пряжи, она у меня была в остатках, всего такая вот маленькая бобиночка осталась. Это 100% мерсеризованный хлопок. Я не помню название, так как она лежит у меня очень давно. Пряжа классная, мягкая, вязать одно удовольствие, и рисунок смотрится из этой пряжи красиво. Но мне кажется, ее даже не производят, сняли с производства. Это точно скажу, что это пряжа российского производства. Я из нее вязала кофточку и юбку. Шикарная пряжа. Не вытягивается, не садится после стирки. И вот красиво смотрятся узоры. Жаль, что ее больше не производят. Название я вам не смогу подсказать для пряжи. Данную модель жилета можно вязать не только из летней серии пряжи, а также из пряжи с содержанием акрила, шерсти, и будет у вас демисезонный вариант, либо летний вариант, но на прохладную летнюю погоду. Возьмите себе этот узор в копилочку, может быть, он вам пригодится, либо вы сейчас воспользуетесь моим обучающим мастер-классом и свяжете себе красивый жилет. Лето не за горами, и вяжем мы с вами на канале уже летние модели в компании Рукодельница. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь обязательно и включите колокольчик на все оповещения. Я уверена, что на моем канале вам будет интересно. Снимаю для вас мастер-классы практически каждый день. Не пропустите, даже если вам не пришло уведомление о том, что у меня на канале появилось новое видео. Вы каждый день можете заходить ко мне в гости. Я буду очень рада. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.